Техника, какой бы надежной и неприхотливой в работе она ни была, любит после тяжелого трудового дня свет, тепло и комфорт размещения. Проверить системы, посмотреть, не бежит ли где масло или другие технические жидкости. Оптимальное решение в этом случае – гараж. Любой автолюбитель знает, что это лучшее место отдыха для его железного коня. А если крыша над головой требуется для самоходного портового крана или карьерного самосвала, например, тут требуется особое решение, ведь зачастую гараж в чистом поле или в стесненных условиях промышленной площадки не поставишь. Выход есть. Два года назад несколько предприятий Норникеля обзавелись этим чудом стройиндустрии. Надувные, быстро возводимые сооружения были установлены на территории Талнахского ремзавода и Дудинского морского порта. Их предназначение – хранение тяжелой самоходной техники, например, могучих катерпиллеров. Машины надежные, но поломки все же случаются. Буксировать тяжеловесов в гараж – дело трудоемкое. Ремонтировать в чистом поле тоже не вариант, особенно зимой. Выход был найден простой и изящный – приобрести высокомобильный, надувной, быстро возводимый ангар. Его изготовили на российском предприятии «Ангарстрой», расположенном в Нижнем Новгороде. Помогает, конечно, выручает. Здесь ремонтировали, ремонты проводили большие. Здесь ремонтировали земснаряды, привозили стофа, тоже выручали. Как бы ангар оправдывает себя. Нужная штука. Одним из важнейших плюсов пневмоконструкции является то, что они относятся к временному типу зданий, не требуют пожарной сертификации, специальных долговременных согласований и устанавливаются на любой ровной поверхности без фундамента, бурения и других мероприятий. Безусловно, важным фактором является и цена, которая в несколько раз ниже, чем у стационарных зданий. Когда мы его покупали, оценивали стоимость здания, постройки такой похожих размеров из сэндвич-панелей, получалось все-таки это дешевле. Пневмокаркасные конструкции относятся к так называемым малым архитектурным формам. Это дает возможность значительно упростить и сократить время процедуры оформления разрешительных документов на их установку. Монтаж пневмоангаров производится небольшим количеством людей в кратчайшие сроки, без использования каких-либо специальных механизмов и подъемной техники. Здесь просто то, что удобнее, быстрота сборки его. То, что сооружение, буквально мы его осенью получили, за 2 недели поставили, вот у нас все есть. Но ничего такого подобного близко по скорости, по установлению, нету. Ангар состоит из пневмобаллонов диаметром 2 метра. Для того, чтобы ангар не сдувался, в пневмобаллоны периодически подкачивают воздух. Блоки вентиляторов могут быть запитаны от электроподстанции, либо от автономного генератора. Ну а если эти оба источника недоступны, есть аварийный вариант. В случае отключения электричества и выхода из строя генератора в ангаре установлены аккумуляторы. Этих аккумуляторов хватает на 24 часа работы. За это время специалисты должны предпринять меры для того, чтобы подключить дополнительный источник питания. Но даже если в эти сроки уложиться не получится, ангар будет стоять еще 8 часов. Пневмоангары могут эксплуатироваться в любой климатической зоне, адаптированы для работы в условиях Крайнего Севера. Новейшие материалы и технологии производства позволили увеличить срок службы пневмоангаров до 20-25 лет круглогодичной эксплуатации, а также использовать их при перепадах температур от минус 60 до плюс 70 градусов. Сильных ветров тоже не боятся, могут запросто выдержать ураганы с порывами ветра до 44 метров в секунду. Когда сильный ветер, здесь у нас сейчас 3 блока качают вентиляторов. Когда начинается ветер и срабатывает датчик, включаются 2 дополнительных для того, чтобы конструкция ангара стала жестче, чтобы он меньше раскачивался. Еще одна важная особенность – пневмоангары пожаробезопасны. Конструкция позволяет гарантировать абсолютно безопасное проведение открытых огневых работ внутри помещения. Это подтверждено серией испытаний. В качестве приборов открытого огневого воздействия на конструкцию были использованы электродуговая сварка и газовая горелка на пропане. Пневмоконструкция не боится прожогов, она не поддерживает горение и сама тушит огонь.
Уникальные технические характеристики пневмоконструкции имеют благодаря применению особой ПВХ-ткани, специально разработанной по техническим требованиям компании «Ангарстрой». Непростые условия эксплуатации конструкции заставили специалистов компании серьезно увеличить прочность их склеиваемых и свариваемых швов. Доработка клея позволила легко ремонтировать пневмоконструкции в условиях низких температур и высокой влажности. Особого внимания заслуживает входная группа. В «Ангарстрое» отказались от применения любых типов жестких ворот. Была разработана уникальная конструкция пневмоворот. Их вес в разы меньше металлических. Они имеют высокие теплоизоляционные свойства, размеры могут иметь любые, все по желанию заказчика. Кому-то подкарьерный самосвал, а кому-то подпортальный кран. За 2 года эксплуатации пневмоангаров в условиях Крайнего Севера не было выявлено ни одного серьезного замечания. Конструкции уверенно переносили и 45-градусные морозы, и шквальный ветер, и метели. Но нет предела совершенству. Стоит отметить, что специалисты «Ангарстроя» на связи 24 часа в сутки. А если у заказчика возникают какие-либо вопросы, они будут немедленно разрешены. Одним словом, пневмоангары – это особая и весьма перспективная отрасль строительной индустрии. Там, где требуется без особой подготовки сжатые сроки на неподготовленной площадке возвести внушительное по площади сооружение, применение данных конструкций, пожалуй, единственное верное решение. Михаил Чечелев, Дмитрий Химич, Евгений Жуков, Вести Норильск.